Всем привет, друзья! Хотим показать вам подробный процесс создания вот таких вафельных воланов. Расскажем, как быстро можно их сделать, как надежно и оперативно закрепить их на торт, как на кремовое, так и на мастичное покрытие, и уделим внимание безопасным покрытиям под вафельный декор. С вами студия «Кондитерская сестры». Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Ставьте лайки и подписывайтесь, а мы начинаем. Вафельные рюши будем готовить для нижнего яруса, который имеет диаметр 18 см и высоту 15 см. Первое, с чего хотим начать, это правильное покрытие под вафельный декор. Не все знают, что вафельные элементы боятся влаги, и при контакте с влажными кремами вафля начинает деформироваться и растворяться. Нужно использовать сухие крема или мастику. На данном торте у нас один из любимых кремов – это крем-ганаш на белом шоколаде. У нас на канале есть подробный рецепт и процесс его приготовления, а ссылку оставим в описании под данным видео. А также она сейчас видна в правом углу экрана. Тортики были собраны накануне вечером, а сейчас выровнены ганашом, хорошо охлаждены и собраны в единую конструкцию торта. Если вдруг ваше финишное покрытие подтаяло, перед декорированием еще раз хорошо охладите, чтобы поверхность торта не была мягкой. Сейчас покажем, как сделать вафельные воланы, а прежде чем приступить к их созданию, на поверхность торта мы приклеим цельные листы тонкой вафельной бумаги. Это нужно для того, чтобы легче было крепить воланы к поверхности торта и чтобы они надежно зафиксировались. Сбрызгиваем из пульверизатора водкой или спиртом, а сверху приклеиваем листы вафельной бумаги. В данном декоре нужно использовать только тонкую вафельную бумагу, так как плотная будет крошиться и из-за своей толщины она не будет иметь нужной пластичности. Если листы плохо приклеиваются, можно сверху еще раз увлажнить водкой или спиртом. Они размягчаются, и сделать это будет намного удобнее. Не бойтесь использовать спирт или водку, так как они очень быстро улетучиваются, не оставляя следа алкоголя и какого-либо запаха. Также можно использовать и обычную воду, но она улетучивается не так быстро, как алкогольные жидкости, и тогда у вас будет риск сильного размокания вафельного покрытия. Теперь для того, чтобы создать вафельную рюшу, мы сложили вместе несколько листов тонкой вафельной бумаги формата А4. Отрезаем полоску, которую делим еще на 3 квадратика. Берем один из них, сбрызгиваем водкой, от влаги вафельная бумага становится гибкой, и вот таким образом произвольным движением складываем цветочек. Если у вас нет пульверизатора, можно увлажнять поверхность широкой полусухой кистью, но помните, что от избытка влаги данная бумага будет деформироваться. Теперь сформированный элемент нужно приклеить к торту. Если бы мы не приклеили цельные листы вафельной бумаги к торту, тогда пришлось бы каждый цветочек крепить к поверхности торта при помощи растопленного шоколада или мягкого ганаша. Но используя такой способ, не все вафельные элементы будут держаться на торте во время транспортировки, да и время на их фиксацию потребуется значительно больше. Способ, который используем сейчас мы, очень упростит вам процесс работы. Поверхность вафельной бумаги при нанесении на нее влаги образует липкий слой и при контакте с другими элементами вафельной бумаги закрепляет их очень надежно. А если поверхность на торте подсыхает, просто еще раз увлажните ее водкой или спиртом. Для того, чтобы ускорить процесс, можно увлажнять не отдельно каждый квадратик, а одновременно какую-то часть из них и уже поочередно их складывать и приклеивать к поверхности торта. Как только вся поверхность торта заполнена, смотрим, где есть пустоты, и формируем рюшу из более мелкого квадратика. Таким образом будет удобнее заполнять пустоты более миниатюрными элементами. Часто в комментариях у нас спрашивают, какой фирмы мы используем вафельную бумагу. И ответить на данный вопрос мы не можем, так как вафельную бумагу никогда не покупаем большими пачками, где можно почитать о производителе. Приобретаем в кондитерских магазинах поштучно с небольшим для себя запасом. Они присылают вафельную бумагу в файле с zip-замком, и, как правило, производителя и точную толщину не указывают. Мы видим только, что вафельная бумага тонкая или толстая. Никогда не покупаем большими упаковками, так как со временем она приобретает неприятный запах. А если вдруг не плотно закрыть упаковку с вафельной бумагой, она начнет впитывать в себя влагу из воздуха и быстро будет портиться. На декорирование нижнего яруса диаметром 18 см и высотой 15 у нас ушло 13 листов вафельной бумаги формата А4. Теперь нужно
приклеить акриловый топпер, делаем это на тот же крем-ганаш, а далее будем декорировать вафельными цветами. Мы уже показывали процесс создания различных вафельных цветов и подробную сборку данного торта. Ссылки обязательно оставим в описании под данным роликом. Формируем из цветов композицию и аккуратно вставляем в торт. Также из вафельной бумаги мы сделали вот такую веточку, которую покрыли золотым кондурином. Наш эффектный торт готов. Перед доставкой обязательно отправляем в холодильник минимум на 2 часа, а после чего запаковываем вот такие большие коробки и доставляем на место торжества. Если будете использовать правильное сухое покрытие под вафельный декор, с ним абсолютно ничего не случится, даже при длительном хранении. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на нас. На нашем канале вы найдете множество роликов по работе с многоярусными свадебными тортами, различные рецепты, декоры и множество других полезных роликов. А также напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где мы делимся своими работами и полезными советами. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеемся, что теперь и вы с легкостью сможете сделать такой эффектный декор для своих тортиков. И до новых встреч в новых полезных роликах.